Взрослый может как позволить ребенку раскрыться, подобно цветку, так и дать ему увянуть, без возможности развить свои таланты. С вами Егор Еремеев, и мы говорим об учебных заведениях, меняющих наше привычное представление об образовании. В этом выпуске мы отправляемся в международную школу Экзюпери. Находится она в Латвии в населенном пункте Пинкия и имеет самое удачное расположение, которое только можно представить. Прилетев в международный аэропорт Риги, до школы на транспорте мы доберемся всего за 10 минут. Столько же времени ученики школы тратят, чтобы добраться до Юрмалы, курорта на берегу Балтийского моря, или до центра Риги, где во время прогулки можно полюбоваться городом в 72-метровой башне церкви Святого Петра. И, конечно, пройтись по самой узкой рижской улочке Розена. Латвия — это Европа, но жизнь здесь значительно дешевле, чем во многих других европейских городах. Да и к тому же многие местные знают русский язык. Сама Рига очень удачно расположена. Сюда элементарно добраться из Москвы, Киева, Минска, Нур-Султана. Из Москвы, к примеру, на самолете вы доберетесь за 1,5 часа. При этом вы получите возможность обучаться у лучших зарубежных специалистов в международной среде, и при этом культура и традиции будут очень близки к нашим. Сама школа Экзюпери представляет собой первую в Прибалтике школу-пансион, где помимо непосредственно школы есть также детский сад и детский лагерь в летний период. Первое, о чем вы думаете, когда видите школу – технологичность, инновационность, продуманность. А о чем думали создатели и архитекторы, когда проектировали это суперсовременное учебное заведение? Здания на территории пансиона имеют свой смысл. Округлое здание детского сада представляет собой проекцию спирали, так как все в мире развивается именно по ней. Малыши, видя спираль, представляют себе свое будущее, в то время, когда они уже станут взрослыми. Старшеклассники же, видя необычное здание детского сада, вспоминают те дни, когда они были маленькими, и все то важное, что у них произошло в детстве. Ведь на самом деле не только взрослые учат малышей жизни, но и малыши взрослых, напоминая им о тех беззаботных днях, когда они и сами были малышами. Школа Экзюпери совсем новая. Построенная в 2016 году, она представляет уникальный и вдохновляющий архитектурный объект, который говорит нам о том, что образование – это и сочетание науки и творчества, красоты и умиротворения, заботы о человеке и окружающей среде. Впечатляет не только экстерьер, но и интерьер школы, оснащение и продуманность деталей. Здесь есть все для того, чтобы ученики смогли получить наиболее качественное образование. 3D-принтеры, технологии виртуальной реальности, интерактивные доски, айпады. И что поражает еще больше, какое внимание отводится здоровью детей. Технологии применяются не только в процессе обучения. Технологии применяются и для предотвращения заболеваний и улучшения состояния детей. Вентиляция помещений продумана так, чтобы воздухообмен осуществлялся 7 раз в час. Ионизация воздуха снижает риск заразиться респираторными заболеваниями, улучшает газообмен легких, очищает воздух от бактерий, пыли, грибков, а ионы воздуха уменьшают электромагнитные излучения гаджетов и мобильных устройств. Могли ли мы себе раньше представить, что в школе помимо стандартных классов могут быть зоны для отдыха, подготовки домашних заданий, групповых проектов? Да, для всего этого есть отдельные отведенные места. Я уже не говорю о библиотеке, спортзале, кружках, мероприятиях и культурных программах. Хотя нет, уже сказал. Мы то, что мы едим. Повара школы – это повара знаменитого на всю Прибалтику ресторана «36-я линия». Столовая – это не просто место приема пищи. Это очередная зона для отдыха и общения, со своей террасой и кухней, где можно готовить самому. Любознательность, открытость, ответственность – вот те вещи, на которые в школе обращают особое внимание. Любознательный ребенок, как правило, более успешен в учебе, а затем и в работе. Открытость – это доверие и близость между детьми и преподавателями. Ответственность помогает в принятии решений и преодолении сложностей, с пониманием того, что вы за это в ответе. Здесь детей учат менять мир к лучшему, и, конечно, все это не было бы возможным без лучших преподавателей, психологов и тьюторов. В своей программе обучения в Экзюпери учитывают международные стандарты и требования. Обучение ведется на английском языке, с подготовкой к сдаче экзаменов либо по британской системе IGCSE и A-Levels, либо по международной IB. При этом любому ученику оказывается поддержка родного языка. Таким образом, обучаясь полностью на английском языке, вы сможете поддерживать и совершенствовать свой родной. Но если на момент поступления уровень английского языка будет недостаточным, то ребенку окажется вся необходимая помощь. И, наконец, бординг.
Или пансион. Зачем отделять место обучения от дома? Почему бы не взять и не сделать место обучения своим домом, где жили бы твои друзья из разных городов, стран? По вечерам можно было бы смотреть с другими учениками кино, устраивать игры, мероприятия, совместно готовить домашние задания, учиться взрослеть, развиваться. И при этом все это в настоящей семейной атмосфере, где было бы комфортно, где каждый ценит друг друга, уважает и поддерживает, где безопасная среда, забота и масса новых возможностей. Если вам интересно узнать более подробную информацию о школе Экзюпери, переходите по ссылочке в описании к данному видео. Там вы найдете все детали. Также контакты. Ну и, конечно, вы сможете проконсультироваться по любым интересующим вас вопросах, по телефонам или в онлайн-чате, который доступен на сайте. Если вам понравилась данная школа, не забудьте поставить лайк данному видео и, конечно, напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего.